Без Гоголя нельзя представить ни русскую литературу, ни Петербург, ни Невский проспект, потому что он и там играет примерно одну и ту же роль. Он врывается в пространство и его обживает. Так произошло с русской литературой, практически созданной Пушкиным. Гоголь здесь появился и вдохнул жизнь в каждое отдельное слово. И слова начинают жить жизнью самостоятельной, искриться и переливаться. Также он появляется и в Петербурге, проезжает по Невскому проспекту, пишет повесть, которая так и называется, и теперь по Невскому проспекту мы идем уже совершенно по-другому на него глядя, немножечко глазами Гоголя. Даже если мы коренные петербуржцы и привыкли видеть все это каждый день, проходя по Невскому проспекту, мы уже не замечаем то, что замечает его острый и необычный взгляд. А он видит не дома, он видит людей. И для него Невский проспект – это город людей. Однако первое впечатление Петербург произвел не самое благоприятное на приехавшего из теплой Малороссии Гоголя. Он простыл, заболел, начался насморк. Вся эта петербургская погода очень отталкивала его. И вот что он пишет матери. «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, так же лживы». Именно такой мифический, придуманный Петербург Гоголь изображал, когда отправлял своего героя за черевичками к императрице. Именно таким он был в его воображении, а на самом деле оказался более невзрачным и более серым. И чтобы его раскрасить, чтобы его сделать красивее, Гоголь и пишет Невский проспект, где не скупиться на краски, и его Петербург становится уже действительно таким, каким он хотел его видеть. И Невский проспект, он сам пишет, напоминает ему адрес-календарь. А адрес-календарь по Баргаузу и Ефрону – это список, огромный, толстый том, список всех чинов, всех начальственных лиц, которые проживают с их адресами. Адрес, понятно, календарь, потому что он выпускался каждый год, списки эти обновляли. Так вот, Невский проспект – это своего рода адрес-календарь всего Петербурга, столицы Российской империи. Когда прохожий идет по Невскому проспекту, обычно он или глазеет по сторонам, изучает яркие витрины, или беседует со своим товарищем, другом, идущим рядом. Но совсем не так бродит по Невскому Гоголь. Он не глазеет по сторонам, ему не с кем поговорить, он смотрит под ноги. Причем не только свои, но и прохожих. Как чисто подметены тротуары Невского, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, и миниатюрный, легкий как дым, башмачок молоденькой дамы. Не знаю, как вы, а я, начитавшись Гоголя, теперь, идя по Невскому проспекту, тоже ненароком бросаю взгляд на обувь спешащих мимо людей и думаю, какие дороги завели их сюда, какие башмаки они стоптали. А может быть, наоборот, это новенькие туфельки, которые надеты первый раз, чтобы пофланировать по Невскому проспекту. Обувь людей может рассказывать целые истории. И это, оказывается, очень интересно. И это материал для литературы. И вот именно так Гоголь и преображает мир и заставляет нас смотреть на мир немножко другими, гоголевскими глазами. Гоголю принадлежит еще одно очень интересное открытие. Он заметил, что Невский, как и живой человек, меняет свое лицо в течение дня. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня, сколько вытерпит он перемен в течение одних суток. Но так было не только в XIX веке, так происходит и сейчас, утром. Начнем с самого утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами. Это написано не про сегодняшний Невский, а про Невский 200 лет назад. Но ничего не изменилось. Утро, булочные только открываются, и появляется вот этот вот
ни с чем не сравнимый запах свежевыпеченного хлеба. А кто спешит в это время по Невскому? В XIX веке тогда проспект пуст, по улицам плетется нужный народ. Иногда переходят русские мужики, спешащие на работу. А сейчас, если вы ранним утром окажетесь на Невском проспекте, вы увидите в основном загулявших туристов, которые еще не успели вернуться к себе в отель, или они торопятся на поезд, потому что у них остались последние часы для путешествия по Петербургу, и они не хотят их терять, даже если это раннее-раннее утро. День движется дальше. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкой, если через Невский проспект ему лежит дорога в департамент. Надо только чуть-чуть поменять словами, и картина будет все та же самая. Это будет не чиновник, а человек, спешащий на работу. И слово «департамент» мы тоже можем заменить, а картинка останется неизменной. В полдень. В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеров всех наций со своими питомцами в батистовых воротничках. Но вот эта картина как раз изменилась, потому что сейчас будут спешить в школу по Невскому проспекту часам к 9, а не в полдень, не в 12. И не со своими гувернерами, а в основном со своими родителями, которые тащат несчастных, сонных детенышей в школу. Большими-большими портфелями, но это тоже такой своего рода педагогический Невский. Днем Невский проспект туристический, что в XIX веке, что сейчас. И здесь место как раз тому, кто будет идти рассматривать прохожих, потому что настолько они разные, яркие, необычные. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Можно поменять слова и рассматривать не шляпки, а, например, прически. И тот же гоголевский взгляд нас удивит этим разнообразием. Коренных петербуржцев вы днем на Невском проспекте не увидите. Здесь гуляют как раз туристы, пока не наступит время или обеденное, или уже окончание рабочего дня. В XIX веке Невский становится зеленый от вицмундиров, его наполняющих. А сейчас куда делись эти вицмундиры? Слово «вицмундир» латинского происхождения, с латинским корнем «виц», который означает «вместо», «наподобие». И гражданский мундир для чиновника был сделан наподобие военного мундира. А сейчас есть современная женская одежда, которая тоже называется вицмундир, наподобие тех мундиров. То есть мода меняется, и из военного мундира через мундир чиновничий мы получили новую современную женскую одежду, которую тоже можно, наверное, встретить на Невском проспекте лучше весной или теплым летним днем, когда действительно пестрит в глазах от удивительных разных цветов и красок. И совсем другое лицо у Невского вечером, когда зажигают фонари, то таинственное время, когда лампы дают ему какой-то заманчивый, чудесный свет. И вот тогда есть уже возможность заглянуть в лица прохожих, заглянуть под шляпку, предлагает Гоголь, и иногда наткнуться на абсолютно щекотуренное лицо. Это гоголевское словечко. Такого слова в русском языке нет, но все прекрасно понимают, что нащекотуренное – это наштукатуренное, и особенно на щеках много косметики. Сейчас то же самое, ничего не изменилось, и такие же нащекотуренные дамы проходят по Невскому проспекту. А что скрывается там, под штукатуркой, под этой маской? Какое лицо? Никто не узнает, потому что Невский проспект – это проспект масок, проспект обманов. И это как раз и есть открытие Гоголя, к которому он пришел. О, не верьте этому Невскому проспекту.